Как вы думаете, что скрывают правительства в своих подводных арсеналах? Сегодня мы нырнем в мир современных подводных лодок и узнаем, насколько прогрессивно стало подводное оружие. Смотрите до конца, узнаете, кто держит своего морского монстра в строжайшем секрете. Россия — Кондор. Начнем с лучшей в мире подлодки. По версии журнала The National Interest, российской подлодки Кондор, или, как ее прозвали в народе, охотник-убийца. В чем же ее сила? Во-первых, в титане, который отличается особой легкостью и прочностью. Благодаря ему субмарина без труда маневрирует на высоких скоростях. Она лучше защищена и погружается глубже практически всех подлодок НАТО. У подлодки внушительный арсенал. Она может стрелять торпедами, ракетоторпедами, крылатыми ракетами и на десерт. Субмарина не прочь расставить мины. Простыми словами, торпеды, расположенные на борту «Кондор», с легкостью могут уничтожить массу кораблей неприятеля. А подводный пистолет боевого пловца и ручной гранатомет, предназначенные для борьбы с диверсантами, сомнений в этом не оставляют. При этом подлодки «Кондор» очень редко всплывают на поверхность так, чтобы это привлекало внимание. Несложно догадаться, что производство данных субмарин требует значительных материальных и технических затрат. Но Россию это не останавливает, и она продолжает модернизировать своих тихоходных убийц. Великобритания. Астют. Плывем дальше, поближе к грозному воплощению британской мощи. Подлодки «Астют» в переводе означает «коварный». Это не одинокий корабль, а целый класс атомных ударных подводных лодок. Тихий смертоносный хищник, способный до 90 суток оставаться вне поля зрения врага. Представьте себе человека, запертого в стальном корпусе длиной примерно как дом в 32 этажа. Только расположен горизонтально и под водой. Здесь единственный свет, искусственный, а единственный звук — глухой гул механизмов. Вокруг находятся торпедные аппараты и пусковая установка для крылатых ракет «Томагавк», готовых нанести сокрушительный удар в любую минуту. Система навигации сканирует пространство вокруг, определяя своих и чужих с помощью сложной системы распознавания. 2 реактора и 2 турбины обеспечивают бесшумное движение, позволяя «Астют» приблизиться к цели, не выдав своего присутствия. В этом и состоит главная задача подлодки — совершать разведывательные операции, а также скрытно доставлять диверсионные группы на вражескую территорию. Вдобавок, подлодка имеет давнюю историю. Проект по производству «Астют» — ответ на вызов холодной войны. Противовес советским подлодкам британская субмарина пережила распад СССР. Однако у подлодки есть один весомый недостаток — она медлительна и в этом уступает многим своим братьям. По состоянию на сентябрь 2020-го в строй вступили 5 подлодок типа «Астют», еще 2 лодки проекта строятся. Америка, Вирджиния, блок 5. Итак, от древней британки к современной американке Вирджинии. Когда создавалась подлодка, была острая необходимость и полное отсутствие бюджета. И ученые решили использовать для создания субмарины трехмерное моделирование на компьютере. На тот момент это позволяли себе только разработчики самолетов. В итоге получился виртуальный подводник Ergo. Он помогал конструкторам моделировать помещение для экипажа, выполнял определенный набор телодвижений, и если какая-то часть конструкции мешала, то фигура Ergo загоралась красным цветом, после чего разработчики вносили необходимые изменения. После завершения проектирования перед создателями субмарины встала новая задача. Обычная сварка не могла обеспечить полную надежность конструкции, а ведь субмарина должна была опускаться под воду на огромную глубину. Здесь на помощь вновь пришли новые технологии. Специальную сверхпрочную сталь доверили сваривать роботам, а результат работы проверяли с помощью рентгеновских лучей. И что из этого вышло? Вирджиния стала первой в мире субмариной, оборудованной специальной мачтой с камерами и датчиками, подключенными к мониторам в комнате управления. Также субмарина обладает множеством систем, которые позволяют находить и уничтожать подводные мины, установленные на любой глубине, и беспрепятственно перемещаться даже в условиях, когда до дна остается всего несколько метров. Программа позволяет Вирджинии оставаться в неподвижном положении даже при сильном подводном течении. Поэтому из лодки в любой момент может высадиться десант боевых пловцов для выполнения особых задач на берегу. Стоит отметить и вооружение субмарины. Вирджиния несет 12 ракет класса «Томагавк». Огневую мощь дополняют 4 торпедные трубы. Еще интереснее, что если вступать в бой по каким-то причинам нежелательно, субмарина может просто исчезнуть. Корпус судна покрыт особым звукоизолирующим слоем, что позволяет лодке подходить на максимально близкое расстояние к потенциальному противнику и проводить разведку. Германия. Тип 212А. Жемчужина немецкого подводного флота и, возможно, самая совершенная неатомная субмарина на планете. Тип 212А. Машина в длину, примерно как поле для крикета. Вмещает в себя экипаж.
27 человек, включая 5 офицеров. Ее уникальность — революционная энергетическая установка на топливных элементах. Только представьте, водород и кислород соединяются, рождая электричество для электродвигателя и подзарядки батарей. Результат — тишина, незаметность и невероятная выносливость. С 6 торпедными аппаратами 533 миллиметрового калибра, спрятанными в носу, подлодка 212А — настоящий подводный снайпер. Дальность плавания субмарины примерно 8000 миль на экономичной скорости. Этого хватит, чтобы пересечь Атлантику. Существует усовершенствованный вариант 212CD, который отличается улучшенной силовой установкой, увеличенной скоростью и дальностью действия. Он был заказан в 2019 и готовится к выпуску в 2032. Франция, Дюгэ-Труэн. В 2023 французский флот пополнился впечатляющей атомной многоцелевой подлодкой Дюгэ-Труэн, ставшей второй в рамках амбициозной программы «Барракуда». Строительство этой лодки растянулось на целых 14 лет. На путь ее создания серьезно повлияла пандемия. Для сравнения, первой подводной лодке этой серии, «Сюфрен», потребовалось 13 лет. Какие трудности ее тогда задерживали, остается лишь догадываться. Эта субмарина создана для стратегического сдерживания и обеспечения защиты авианосных боевых групп, а также для ведения противокорабельной и противолодочной борьбы. Вооружение Дюгэ-Труэн включает торпеды и ракеты, способные поражать береговую инфраструктуру противника с точностью и мощью. Длина подлодки достигает 108 ярд. Это почти длина футбольного поля. Удивляет также тот факт, что французские инженеры сделали акцент на уникальном дизайне субмарины и на новом подходе к управлению, что позволяет Дюгэ-Труэн издавать минимальный шум под водой, не больше, чем косяк креветок. Более того, лодка может запускать до 4 ракет за один залп. Первоначальная стоимость программы по строительству 6 таких субмарин оценивалась в 7 миллиардов 900 миллионов евро. Однако, с учетом новых реалий, ожидается, что эта сумма вырастет до 9 миллиардов. Завершить программу планируется к 2029, и тогда французский флот обретет поистине современные подводные силы. Китай, 093, Шань. Подводные лодки проекта «Шань» представляют собой передовые многоцелевые атомные субмарины, строительство которых продолжается и по сей день. Эти лодки были разработаны в Китае как современная альтернатива устаревшим подводным торпедным лодкам класса проекта «Хань», которые теряли свою надежность на фоне технического прогресса. По некоторым сведениям, проект «Шань» является усовершенствованным вариантом российской подлодки проекта «Щука». Тем не менее, Китай уверенно подчеркивает самостоятельный характер своих разработок. У подлодок проекта «Шань» есть несколько интересных особенностей. Их корпус сравнительно короток и обладает обтекаемыми обводами, напоминающими веретено, что позволило добиться высокой маневренности. Эти субмарины используют двухкорпусную архитектурно-конструкционную схему и оснащены одним малошумным гребным винтом, что значительно снижает уровень шумов. Субмарина имеет новейшее китайское гидроакустическое и торпедное вооружение, тепловые, электрические торпеды, крылатые ракеты и реактивные мины. Также подлодка способна вести наблюдение за передней полусферой и зонами по бокам, что резко повышает ситуационную осведомленность. Что касается мощности, лодки «Шань» вооружены 2 водоводяными атомными реакторами, которые отличаются пониженной шумностью и одним турбозубчатым агрегатом. Это дает возможность субмаринам действовать незаметно, как тень в океане. Япония, Тайгей, 29СС. Подводные лодки класса Тайгей 29СС. Новые машины для глубоководных операций. Они созданы для морских сил самообороны Японии. Одним из самых впечатляющих аспектов этих субмарин является их ядро — литий-ионные аккумуляторы. Благодаря этой технологии Тайгей способны плавать под водой дольше и с более высокими скоростями, чем их предшественники — традиционные дизель-электрические подлодки. Конструкция Тайгей включает в себя новейшие звукопоглощающие материалы и систему противоторпедной защиты, что делает их непробиваемыми крепостями на дне моря. Эти технологии повышают живучесть субмарин, словно защитный щит, который охраняет экипаж от любых угроз. Более того, проект Тайгей стал первым, который предусмотрел наличие помещений для членов экипажа женского пола. Шаг к равенству в морских силах Японии. Вооружение подлодок также впечатляет. 6 торпедных аппаратов способны запускать новейшие японские торпеды и противокорабельные ракеты. Это дает Тайгей возможность наносить удары по врагу с поразительной точностью и мощью, как стрелы самурая, выпущенные с высочайшей меткостью. А что касается их скрытности, то Тайгей обладают продвинутыми технологиями шумоподавления, что делает их труднодоступными для сонаров противника. Они могут двигаться в тени океанских глубин, оставляя врагов в неведении. В марте 2024 в состав морских сил самообороны Японии вошла 3-я дизель-электрическая подводная лодка типа Тайгей Дзингей, бортовой номер 515.
Ожидается, что следующая серийная субмарина «Рейгей» будет передана в марте 2025. Южная Корея «Джангбого». Подводные лодки класса «Джангбого» — это дизель-электрические ударные подводные лодки, созданные на основе легендарного типа 209, названные в честь средневекового мореплавателя Ханжа, известного под прозвищем «Принц моря». Подводные лодки «Джангбого» несут в себе наследие морских традиций. Первые две из них были построены в Германии, но затем южнокорейские верфи взяли на себя бразды правления, создав 7 новых субмарин, которые стали символом национальной гордости и технологического прогресса. Эти подводные гиганты развивают впечатляющую максимальную скорость в 21,5 узла и способны преодолевать до 11 тысяч миль. Это эквивалентно путешествию вокруг света. Их автономность достигает 50 суток, что позволяет экипажам оставаться на борту долгое время. Вооружение Джангбого — это настоящий кладезь мощи. 14 тяжелых торпед, известные как «Белая акула», могут поразить цель на расстоянии до 18 миль с впечатляющей скоростью в 35 узлов. Некоторые лодки этого класса получили возможность запуска субгарпунов, что добавляет еще больше универсальности в их арсенал. В конструкции Джангбого применены самые современные технологии шумоподавления и новейшие топливные элементы, что делает их почти невидимыми для противника и обеспечивает высокую живучесть. А чтобы гарантировать бесперебойную работу всех систем, на борту активно используются технологии искусственного интеллекта для мониторинга состояния оборудования в режиме реального времени. Индия «Аригат». Вторая индийская атомная подлодка с баллистическими ракетами, вошедшая в строй 29 августа 2024 ИНС «Аригат» — разрушитель врагов. Особенность подлодки — реактор, обогащенным ураном. Забудьте о шумных дизелях. «Аригат» может находиться в глубинах океана, как призрак, долгое время оставаться невидимым. Возможности субмарины впечатляют. Ракета с дальностью полета 470 миль — это удар на расстояние, превышающее расстояние между Мумбаи и Дели. А в разработке находится ракета с еще более впечатляющей дальностью — 2200 миль. Достаточно, чтобы поразить цель на половине пути через Индийский океан. И каждая из этих ракет способна нанести ядерный заряд. Специальное шумоподавляющее покрытие и совершенная система движения делают подлодку практически нераспознаваемой для вражеских сонаров. Двойной корпус с балластными цистернами, 2 резервных двигателя и выдвижной прожектор обеспечивают дополнительную живучесть и мобильность. Успешные испытания 27 ноября 2024, совершенные с острова Аригат, подтвердили всю мощь этой системы. Пакистан, Хангор. В апреле 2024 на китайской верфи CSSC состоялся грандиозный спуск на воду первой пакистанской подлодки этого класса. Ее каплевидный корпус, обтекаемый словно тело стремительной акулы, обеспечивает не только отличную скорость — 17 узлов под водой, но и невероятную устойчивость к повреждениям, позволяя ей погружаться на глубину почти на 1000 футов. На борту команда из 38 матросов и еще 8 отборных бойцов спецназа. Внутри Хангор скрывается настоящий механический лабиринт, отсеки с торпедами и ракетами, командный центр, жилые отсеки, двигатель и другие высокотехнологичные системы, включая передовую AAP-систему. Множество торпедных аппаратов, готовых выпустить оружие. Хангор — это экспортный вариант китайских дизель-электрических субмарин третьего поколения Юань. Правительство Пакистана подписало договор с Китаем о приобретении 8 подводных лодок класса Хангор. По контракту 4 подводные лодки будут построены в Китае, а другие 4 в Пакистане. Это соглашение значительно укрепит военно-морской потенциал Пакистана. Америка. Севульф. Среди 70 подводных гигантов, бороздящих океанские просторы, одна американская субмарина выделяется словно мифическое морское чудовище — Севульф. Этот морской исполин, словно темный рыцарь безликих глубин, принадлежит к классу Севолф, и больше о нем ничего не известно. В далеком августе 2013-го Севульф, словно призрак, покинул порт Бремертона. Это был, возможно, лишь 5-й или 6-й выход в море с момента вступления в строй в 1997-м. Месяц спустя, как мираж, всплыла фотография. Американский посол в Норвегии Барри Уайт осматривает 100-метровую пристань, где на базе Хоконсверн за 1000 миль от Вашингтона приютился Севульф. Как этот хищник глубин очутился в Норвегии, пронзив водную гладь? Путь его, очевидно, пролегал по редко используемому маршруту под ледяным панцирем Арктики. Это открытие словно прожектор, выхватывающий из тьмы самые сокровенные секреты. Поищите информацию о Севульфе в интернете. Найдете ли вы хоть что-то, кроме смутной тени? Информация о подводных лодках класса Лос-Анджелес, поток открытых данных, заявления флота, фотографии, новости. Но Севульф. Его официальный сайт закрыт.
Последнее фото внешнего вида. Далекий 2009. 3 миллиарда долларов цена одной такой субмарины. К ним добавляются сотни миллионов долларов уникального оборудования. Они самые новые, самые большие, самые быстрые, вооруженные, мощнее обычных ударных лодок. Они принадлежат собственному отряду в Вашингтоне, месяцами исчезают в океане, не оставляя следа. Награды субмарины, похвальная благодарность вооруженных сил и похвальная благодарность военно-морского флота — это глухой, но четкий барабанный бой, говорящий о молчаливом выполнении сверхсекретных миссий. Америка, Коннектикут. Призрак, скромно занесенный в списки как часть проекта Seawolf-2, но хранящий в своих стальных недрах секреты, способные перевернуть представление о подводной войне. Она — один из самых засекреченных проектов ВМС США. Основная задача подводной лодки Коннектикут — охота. Охота на подводные и надводные корабли противника. 50 торпед или 50 противокорабельных ракет — это вооружение, способное остановить любой флот. Но это лишь вершина айсберга. Еще 50 крылатых ракет «Томагавк» позволяют наносить удары по наземным целям, превращая субмарину в универсального подводного хищника. К этим ударным возможностям добавляется поддержка спецназа, разведка, наблюдение, патрулирование. Это многоцелевой инструмент военной машины, способный решать задачи любой сложности в любом уголке мира. В марте 2011-го лодка участвовала в испытаниях под арктическими льдами, свидетельство ее уникальных возможностей и способности работать в самых экстремальных условиях. Но таинственность подлодки проявилась не только в ее миссиях. В октябре 2021-го она столкнулась с подводной горой в Южно-Китайском море. 11 моряков получили ранения. Официальная версия — столкновение с незанесенной на карты горой. Однако некоторые эксперты выдвинули более интригующую гипотезу. Удар был нанесен сверху. Эта неоднозначность лишь усиливает загадку Коннектикут. Северная Корея. Green Ocean. Закончу, как и обещал, самым секретным подводным чудовищем, стальным левиафаном длиной от 170 до 270 футов, диаметром от 20 до 23 футов. Гигант, вес которого достигает 1500-2000 тонн. Это нечто среднее между громадой и призраком, способным развивать скорость в 20-25 узлов. Стремительный хищник, скользящий в пучине. При этом Северная Корея не сильно хвастает своим детищем. Известно, что субмарине служит дизель-электрическая система и тихий двигатель, позволяющий ей незаметно подкрадываться к цели. За пазухой прячет грозное сочетание торпед, способных пронзить броню, противокорабельных ракет. И еще, возможно, много мин во внутреннем кармане. Также шепотом можно сказать о потенциальной возможности подлодки выстрелить крылатой или баллистической ракетой. Green Ocean — это подводный флот и воплощение осторожности правительства. Говорят, что ее корпус покрыт ореховым материалом, невидимым щитом, уменьшающим акустическую подпись. Она, мастер маскировки, способна действовать в узких проливах, подобно хищной акуле в коралловом рифе, и наносить внезапные сокрушительные удары. Сильный подводный флот — безопасность государства. Иногда отпугивают громкие цифры, иногда то, что их скрывают. Спасибо за просмотр. Всем пока.